Привет, с вами Алена. У нас в гостях необычный клиент. Сейчас объясню почему. В общем, история достаточно стандартная. Отдавила ногти на ногах, произошло отслоение. Тот самый анихолизис, которого все боятся. Но есть небольшой нюанс. Дело в том, что у нашей клиентки сахарный диабет, и она даже не смогла провести аналогию, то есть она не подумала о том, что, возможно, это как-то связано. И, конечно, это имеет отношение к диабету в том числе, потому что болезнь достаточно сложная, и осложнения наступают разные. В том числе диабетическая стопа, она считается самой сложной в работе, и с ней нужно работать максимально осторожно. Поэтому, если вы не имеете навыков работы с диабетической стопой, то я советую вам за такое не браться и отправлять к специалистам. Самая главная опасность такой стопы, таких ножек, ногтей и так далее заключается в том, что у людей с повышенным сахаром нарушается свертываемость крови. То есть, если вдруг, не дай бог, вы где-то их заденете, будет какое-то нарушение кожного покрова, это может очень не скоро зажить или зажить как-то не так. В общем, будут проблемы. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем таким заниматься. Я точно знаю, о чем говорю. Поэтому мы, если и работаем с людьми с подобной проблемой, то работаем только в зоне нашей ответственности, очень осторожно. И это практически как ходьба по лезвию ножа. То есть приходится прям делать микродвижения, чтобы, не дай Боже, нигде ничего не зацепить и не задеть. В общем, мы ей все объяснили и сейчас выполняем достаточно стандартную зачистку анихолизиса, разве что она отличается тем, что здесь мы на нее почти не дышим. Ну а пока Лена производит зачистку, и вы наблюдаете за тем, что вы любите делать, смотреть больше всего, я давайте вам отвечу на самые частые вопросы. Что же такое анихолизис? Очень часто спрашивают, то есть все запомнили у нас это слово, но половина не знает, что же это может означать. Анихолизис – это отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа. То есть, когда эта связь нарушена и ноготочек с кожей не соединен, это и есть анихолизис. Это не столько болезнь, сколько состояние. То есть, он бывает травматического характера, как в нашем случае. Бывает еще других разновидностей, но мы чаще всего работаем с травмами, то есть, например, это может происходить от удара или от отдавливания, например, обувью или какими-то другими предметами. И все, что с ним нужно сделать, это его просто необходимо зачистить. И по большому счету зачистка анихолизиса – это что-то вроде стрижки ногтей. То есть нам нужно убрать нестабильную часть ногтя, ту часть ногтя, которая уже не соединена с ложем. Эта процедура абсолютно безболезненная. То есть это по ощущениям так же, как подстричь ногти, самое обычное подстригание ногтей. Хотя многие часто спрашивают, насколько это больно и делаем ли мы какую-либо анестезию. Конечно, нет, потому что мы не врачи, анестезию не делаем и не делаем никаких таких каких-то операций с обезболивающими и так далее. В общем, анихолизис не так страшен, как его малюют и как про него думают. На самом деле это все решаемое. И ногти после зачистки, как правило, отрастают при соблюдении, конечно же, рекомендаций, при замене обуви и выполнении прочих советов вашего специалиста, либо работы с ортопедом, например. Ну а мы закончили наше видео, поэтому я вас прошу поставить лайк, подписаться и не забывайте, берегите себя и свои ногти. Пока-пока. С вами была Алена.